Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также благодатной погоды, тепла и уюта в ваших домах. И это тепло и уют очень вам пригодятся в период зимы и весны 2023 года. О погоде до конца 2022 года мы уже делали анализ, и вы уже знакомы, можете еще раз посмотреть это видео, я сделаю сноску под этим видео. А сейчас рассмотрим вот этот период зима-весна для нас, для земледельцев, садоводов, огородников, цветоводов. Очень важно знать, какая будет погода в период зимы и весны. Когда же сеять семена на рассаду, когда их готовить к высадке, когда делать перевалки. Кстати, перевалка будет очень популярная в весну 2023 года. Но давайте все рассмотрим по порядку. Я вот так составила такой график на зиму и весну 2023 года, где у меня планеты с левой стороны все те планеты, которые влияют на погоду, и эти наблюдения я веду уже несколько лет, и на основании этих наблюдений, записей, анализа, вот мы сегодня сделаем такой своеобразный анализ того, что ждет нас с климатом зимой, весной 2023 года. Итак, смотрите, Солнце всегда шагает по 12 знакам зодиака в определенном порядке. Начинается в январе в Козероге до 20 января, затем январь после 20 и до 19 февраля в Водолее, март в Рыбах. Ну, я вот этот период, январь, февраль и март, неспроста выделяю отдельно, потому что у нас смещение всех времен года идет. Шло раньше на месяц, сейчас я уже вот по наблюдениям, по своим записям делаю, здесь уже будет смещение на 1,5 месяца, не менее. Итак, Солнце мы разобрались, Нептун будет находиться в Рыбах, а это зимой прохлада и влажность. Ну и часто, если будут морозы, а за морозы отвечает Плутон, мы сейчас тоже рассмотрим его, так вот, часто зимой бывают вьюги и снег падает. Но Плутон очень важный в плане зимнем, а особенно в зимнем периоде, он действительно следит за тем, чтобы было холодно, потому что это ледяная планета, и тем более Плутон будет находиться в знаке Козерог до 23 марта. И вот эти две энергии ледяной планеты и знака Козерог, который несет холод, естественно, это тоже будет нести холодную погоду нам. Следующая планета, влияющая на погоду, это Сатурн. Сатурн будет находиться до 3 марта в знаке Водолей, затем перейдет в знак Рыбы. Ну а 3 марта это еще холодный период, это зимний, поэтому тоже после 3 марта, кроме того, что будет ветер, но в Рыбах это уже осадки, и это снова же может как раз завьюжить в конце марта месяца. Уран будет находиться в Тельце еще не 1 год. Далее Венера. Венера будет находиться сначала, первые числа в знаке Телец, первые числа января, затем до 27 января в знаке Водолей, а это холод, ветер. С 27 января до 20 февраля это время стихии воды в знаке Рыбы, ну и Овен. Если Овен после 20 февраля до 17 марта, если бы это было лето, конечно, было бы тепло. Венера в этом знаке дает энергии тепла. Но здесь очень мало будет тепла, и часто именно вот эта энергия, казалось бы, огненного знака, она дает морозы.
Поэтому вот как раз после 20 февраля и до 17 марта возможны как раз вот эти морозные периоды. И Юпитер тоже дает такие энергии. Юпитер будет находиться в Овне до 16 мая с начала года, и это у нас не только в этом году, и конец прошлого года. Так вот, смотрите, Овен, если это лето, дает жаркую погоду. Если же это зима, дает морозную, сухую погоду. Так что Юпитер будет нам зимой 2023 и весной до 16 мая давать вот такие особенности. Единственное, что в апреле-мае как раз будет давать, это единственная планета вместе с Солнцем, будут давать тепло нам. Марс, если бы эта планета была бы в теплом знаке, в горячем, огненном, конечно же, было бы тепло, он бы приносил тепло в этот период, но у нас в Близнецах начинается при ретроградности, Марс будет в Близнецах, и находиться в Близнецах будет до 25 марта. А что значит Близнецы? Ветер и холод. Это для зимнего периода Марс такую несет энергию. И далее смотрим, черная луна будет сначала в январе в Раке, затем в знаке Лев, это сухо-холодно, и белая луна находится в знаке Рак, влажность и прохлада. Итак, у нас получается, что зимний период практически начнется в январе месяце, и постепенно будет нарастать, и вот морозы это будут февраль и март месяц. И почти до конца марта у нас будет зима. Зима, причем холодная зима. Я еще после этого анализа покажу вам кое-что интересное для того, чтобы доказать, что именно конец зимы и начало весны будут очень холодными. Ну вот у нас получается, что январь, где-то после Рождества, к рождественским праздникам, все зависит от какого-то региона определенного, потому что каждый регион, каждый город, каждая страна находится в определенном знаке зодиака и под покровительством определенной планеты. Поэтому для каждого региона будет свои особые условия. Где-то будет минус 50, а на юге для нас будет минус 10. Это очень холодно. Для кого-то минус 10, для северян это будет тепло. Поэтому я говорю об общих тенденциях на всей планете. Вот такие тенденции у нас будут наблюдаться именно зимой. И зима будет длиться январь, февраль, март. Вот такая зима. Ну а теперь посмотрим, когда же начнется весна. Очень сложно ее было искать. Далее мы будем рассматривать еще и лето, и осень 2023 года. Просто сегодня очень много информации. Мы сегодня должны подготовиться к зиме. И вот основные холодные все премудрости и перекрасы зимы, то есть и снег, и мороз, и метель, вот все характеристики зимы мы будем наблюдать уже где-то вторая половина января, февраль и март месяц. Вот этот период будет зима. И получается, что у нас март – это не весенний месяц, а это у нас зимний. И только в конце, где-то после 20-го, после 25 марта начнется вот потихонечку поворот Солнца на тепло, на весну. Практически весна действительно начнет ощущаться после 20 марта, после Дня весеннего равноденствия. И тогда уже мы ощутим дыхание весны. Ну и по календарному, старому календарному периоду весны мы рассмотрим апрель и май. Почему так важно апрель и май? Потому что мы должны знать, когда высаживать рассаду, когда готовиться к посадке различных растений. Это очень важно. Итак, апрель и май, июнь пока не рассматриваю. Смотрите, что получается.
Апрель, это, естественно, Солнце уже будет находиться в знаке Овен до 20 апреля. Ну, а затем уже переход Солнца в знак Телец, после 20 мая Близнецы. Нептун у нас будет находиться в знаке Рыбы, это влага. Плутон в знаке Водолей. Это холодно, но это больше все-таки ветер. Апрель нас будет снова же всю влагу, хотя будет много воды, но будет давать возможность с помощью ветра поднимать эту лишнюю влагу из почвы. Сатурн будет находиться во влажном знаке Рыбы. Он здесь, кстати, с 3 марта. И вот до конца мая тоже в Рыбах. Это влажность и прохлада. Уран у нас в Тельце. Венера будет находиться с 17 марта в знаке Телец, с 11 апреля в Близнецах и до 7 мая, а затем знак Рак. Как видите, у нас почти что все знаки, то ли знаки влаги, они больше всего, есть знаки стихии воздуха и знаки стихии Земли. Ну, еще планеты те, которые могут помочь нам все-таки дать тепло. Юпитер будет находиться в Овне весь апрель и до 16 мая. Ну, а затем перейдет в знак Телец. А значит, там чуть-чуть попрохладнее будет. Но именно планета Марс будет в знаке Лев после 20 мая, а значит, вот все-таки Марс будет помогать в это время давать нам тепло. Но до этого периода, смотрите, у нас с 25 марта до 20 мая Марс будет находиться в знаке Рак. Это снова же влага, влажность и прохлада. Черная луна будет находиться в знаке Лев. Белая луна будет после 13 апреля в Овне, немножечко будет помогать теплу, но основные планеты будут все-таки работать на то, чтобы этот период был весны, апреля и мая в прохладе и во влаге. Но вот такая у нас интересная ситуация наблюдается. Как видите, тепла почти нету именно в апреле и мае месяце. Поэтому нужно будет думать в первую очередь о том, чтобы сеять семена на рассаду и высаживать только в июне месяце, потому что после 20 уже мая у нас будет Марс помогать устанавливать тепло. Ну и будут некоторые другие планеты тоже давать уже тепло. Но это в основном будет влага, дожди. А дожди – это развитие различных заболеваний. И самое главное, земля не будет прогреваться. Поэтому посадки будут очень поздние. Даже на юге будем пересаживать, если будем спешить высаживать пораньше рассаду. Будет очень холодно. Холодная почва – это споры грибковых заболеваний, которые поражают корневую систему. И растения постепенно, они не развиваются, а погибают. Без развития, без тепла нету жизни, хотя воды будет много. А теперь несколько слов о том, какие народные еще приметы, то есть как то, что окружает нас, как на Земле природа готовит растения, животных для того, чтобы нам дать такие подсказки. В первую очередь ели. Еловые растения. На многих елях очень мало шишек. Практически на некоторых деревьях, за которыми я наблюдаю, их вообще нету, и только на верхушке. Помню человека, который меня учил наблюдать за погодой, его две фразы. Если нету вообще шишек на еловых растениях, на елках, те, которые именно дают, не все, конечно, еловые растения формируют шишки, но вот те, которые формируют, из года в год я наблюдаю за ними. Так вот, на некоторых только вверху, и есть посередине, со середины, и вот даже нижняя часть вкраплены некоторые веточки только с несколькими шишками. Это вот холодные, редкие, короткие периоды, затем потепление. И только конец зимы будет настоящая зимняя погода.
Это что касается еловых растений. И еще пересмотрела новые уже еловые растения, сосны. У них большая масса находится вот этих шишек, семян будущих. Шишки находятся в верхней части еловых растений. Практически где-то верхушка и чуть-чуть ниже верхушки, и там есть некоторые деревья, просто я не смогла заснять все. Вот там самое большее количество шишек. А самое большее количество шишек – это февраль, и это март, это конец зимы, и очень холодно, и количество шишек доказывает, что именно в этот период, уже много лет, я не одно десятилетие за этим наблюдаю, именно в этот период будет наибольшие зимние вот эти различные явления. Это и мороз, и снегопады, и различные перепады температур. Вот это такая интересная история по еловым растениям. И еще одно. Когда-то я спросила человека, который меня учил, вот как определять погоду по еловым растениям. Я спросила, а что, если не будет вообще на этих елях шишек? Но он сказал тогда, я уже делилась с вами, что если семена – это питание, и если этих семян питания нету, это будет голодное время для птиц, голодное время для животных. Ну, естественно, человеку надо позаботиться, запасы сделать для того, чтобы вот этот период легко пройти. И надо помнить, что будет, если нету вообще шишек, это будет длинная зима. Ну вот видите, вот это показатель, еще одно доказательство о том, что мы рассматривали, вот как планеты будут создавать какие энергии. Каждый знак зодиака несет определенный тип энергии. И еще одно. Многие уже мне написали после видео о том, какая будет погода до конца 2022 года, свои наблюдения. Так вот, по вашим наблюдениям, лук много одежек имеет. Лук нужно брать именно зимние сорта, те, которые на хранение. Ранее не показатель были, а вот те, которые вы закладываете на хранение. Так вот, многие написали, что очень много вот этих одежек на луковице. Луковица всегда формирует много вот этих красивых, тоненьких одежек именно тогда, когда ожидается долгая и холодная зима. Ну и по нашей кошке мы следим, она уже начинает формировать вот такие длинные-длинные ворсинки. И под ворсинками там вот такой хороший основательный пух. То же самое, если кошка готовится своей шубкой теплой и ворсинки длинные, тоже еще одно доказательство, что зима будет длинная и зима будет холодная. Ну вот это то, что вы подсказки мне дали свои наблюдения. Я сложила то, что я наблюдаю уже много лет, и плюс в последние где-то лет 5 я веду вот эти дневники и внимательно наблюдаю, в каких планетах, в каких знаках зодиака находятся планеты, плюс планета несет свою энергетику, и вот наблюдаю, что у нас происходит с погодой. Пока что вот эти наблюдения меня не подводили. Еще раз говорю, что мы живем на юге Украины, и даже на юге Украины вот эти тенденции, если у вас минус 50 северяне, то у нас минус 10, и для нас это очень холодная погода. Поэтому наблюдайте, записывайте. И еще раз прошу вас, ведите дневники, записывайте погоду ночью, днем, обязательно ветер какой. Это вам настолько даст потом возможность самому ориентироваться и составлять определенные графики погоды. Но мы, естественно, каждый месяц и в коротких этих агрогороскопах на буквально 4-5 дней мы всегда говорим о тенденциях погоды, потому что еще вот более усугубляет вот эти тенденции погодные еще и аспекты планет. Они тоже играют важную роль.
Ну и если еще и планеты находятся в знаках стихии огня, вот мы уже видели, что происходило в конце августа, что происходило в начале сентября, и как вот эта борьба этих энергий, и кто с кем выясняет отношения, вот эти напряжения очень тоже влияют на погоду. Сегодня мы рассмотрели с вами погодные тенденции на зиму-весну 2023 года. Далее мы будем рассматривать другие темы, связанные именно с этим периодом, затем и летний будет период, и будем рассматривать, как нам подготовиться к тому, чтобы и сад наш был здоровый, и урожай был хороший, как в огороде, в теплицах, проводить какие агроприемы. Мы должны заранее подготовиться с вами, и об этом мы будем говорить обязательно в наших последующих видео на нашем канале. Ну а сегодняшнее видео, как всегда, подготовили авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Еще раз вам мира в ваших домах, а также тепла и уюта в эти прекрасные переходные периоды. Переходный период, когда переходит планета из эпохи рыб в эпоху водолей. Это постепенный этот переход, и, естественно, меняется погода, смещение времен года, и изменения будут погоды во многих регионах. Но это процесс медленный и очень интересный. Ну и есть возможность нам перестроиться с вами и быть всегда в курсе всего, что мы можем сделать для того, чтобы всегда быть в хорошем настроении, в позитивном, созидательном настроении, чтобы получать хорошие урожаи и выращивать прекрасные райские сады, цветники у наших домов. Прощаемся с вами и говорим вам всего-навсего пока-пока. До следующего видео.